Добрый день, дорогие гости и подписчики нашего канала. Здесь вы можете посмотреть удивительные, невероятные и трогательные истории из реальной жизни, а также сказочные и увлекательные, жизненные и невероятные, необычные и курьезные истории. Приятного вам просмотра. Каждое лето, как только заканчивается учебный год, Ваня приезжал из города в деревню к бабушке Кате и дедушке Васе. Он очень любил деревню, ходил с дедом на рыбалку, купался в речке, а еще он с ними ходил в лес по грибы и по ягоды. Вот, наконец, закончился учебный год, и в начале июня Ваня приехал в деревню. Вечером, поужинав, все легли спать. Где-то через час дед Вася услышал шорох и грохот на чердаке дома. Дед тихонько разбудил бабу Катю и вышел в сени, сказав, чтобы она закрыла дверь изнутри избы на засов, мало ли кто там. Взял кочергу и полез по лестнице вверх, на чердак, посмотреть, кто это к ним пожаловал и устроил там шорох и возню. Ваня тоже встал, потому что еще не крепко уснул. Они с бабушкой сидели и ждали, когда вернется дедушка Вася. Было слышно, как дедушка ходит по чердаку, и вдруг все стихло. Потом снова услышали поскрипывание потолка. Дед спустился по лестнице, бабушка Катя открыла ему дверь, и дед с улыбкой на лице вошел в избу. Она спросила у него: «Ну, дед, кто же там устроил нам переполох?» А дед сказал: «Да рысь к нам в гости пришла, да не одна, а со своим выводком. Правда, сколько их там, не знаю, не подпустила близко посмотреть, не доверяет пока, давайте спать. Утро вечера мудренее, завтра все узнаем, только в синей из избы не выходите, опасно, неизвестно, как рысь себя поведет». Ваня сразу не уснул, все думал о рысе и рысятах, уж очень ему хотелось их увидеть, а еще лучше покормить самому. В этих раздумьях Ваня и уснул до утра. Утром все встали пораньше. Дед с бабкой стали размышлять, почему к ним пришла рысь с рысятами и спряталась на чердаке. И пришли к выводу: видно, сейчас идет охота на волков и рысей, поэтому она и убежала из леса в деревню, чтобы не подвергать опасности своих котят, и решили, пусть пока поживут на чердаке, а потом, когда им надо будет, сами уйдут. «Только будьте посторожней, это все-таки хищники», — сказал дед Вася. «Попозже попытаюсь их сам покормить», — добавил он. «А ты, Ваня, не смей лазить на чердак, узнаю, накажу», — сказал дед. Но у внука была только одна цель — увидеть рысь с рысятами и покормить их самому. После завтрака дедушка и бабушка ушли во двор заниматься хозяйством, а Ваня порезал свежее мясо на кусочки, налил молока и вышел в сени на цыпочках. И тут же он почувствовал на себе взгляд рыси. Конечно, ему было очень страшновато, но любопытство побеждало этот страх. Ваня подумал: но это такая же кошка, как мой барсик, только большая. Ваня набрался смелости, подошел к лестнице, ведущей на чердак. Рысь зашипела, оскалила клыки. «Все, дальше идти нельзя», — решил Вася. Он поставил миску с молоком на пол, рядом положил кусочки мяса. Увидев эту еду, рысь начала издавать какие-то звуки, похожие на урчание. Ваня зашел в избу, рысь спустилась по лестнице, поела мясо, полакала молоко из миски и вернулась на чердак кормить своих рысят. Управившись с делами, со двора вернулись дедушка и бабушка. Дед, увидев миску на полу, сразу понял, что Ваня выходил в сени. Ну, конечно, дед наказал его крапивой по 5-й точке, чтобы впредь знал, что нужно слушаться старших. Но Ваня не обиделся, он был очень доволен тем, что покормил рысь, а значит, у нее будет молоко, чтобы накормить рысят. Так потихоньку рысь стала доверять всем в доме. Спускалась из чердака сама и начала спускать рысят, а их было двое, сначала в сени, а потом уже выходила с ними во двор дома и гуляли там, не трогая ни кур, ни цыплят. Ваня рысят забавлял различными игрушками, мышками, шариками, бантиками на веревке и другими, с какими обычно играют котята, а рысь лежала на крыше сарая и наблюдала за всем происходящим во дворе. Рысь с рысятами жила в доме до самой осени. Рысята уже подросли за лето, сами ели мясо, пили молоко и очень привыкли к хозяевам, особенно к Ване.
Однажды, когда Ваня возвращался с прогулки, подходя уже к калитке, на него набросилась большая собака, видно, с цепи сорвалась, гавкала, хотела укусить Ваню. И тут мгновенно с крыши сарая на нее прыгнула рысь, зашипела и цапнула ее за шею. Пес быстро развернулся и убежал прочь к своему дому, рысь вернулась во двор к своим рысятам. В конец августа Ваня уехал домой в город, потому что уже через неделю начинается учебный год. А дед Ваня потом ему рассказал, что рысь с рысятами пожила у них еще почти до конца сентября, а потом как-то утром рано ушла в лес с рысятами и больше их никто не видел. Они вернулись в лес, в свой настоящий дом, сказал дед Вася внуку Ване. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всего вам доброго.